Легкий, тонкий и стильный. В PC-марке показывает 10 часов 16 минут и остается еще 20% заряда. IPS-дисплей с частотой обновления 90 Гц, полноценный слот для двух сим-карт и SD-карты до 1 терабайта, NFC и GPS на борту, и отрабатывают они хорошо. Разблокировка по лицу доступна как отпечаток пальца. Остальное расскажу дальше в ролике. Tube 909, 7 Виват, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, канал без мата, розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянные 5 Mi Band в 5 серии разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом. А сегодня я расскажу вам о новом смартфоне от бренда BBK Realme 8 5G. Полетели. Распаковка. Коробка желтая. Все по стандартам Realme. В размерах она будет побольше, чем у Realme Q3 Pro. Обзор на который вы, кстати, можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. Этот телефон я рекомендую. И, к слову, она пришла не такая мятая, но тоже далеко не идеальная. В комплект входит сам смартфон, блок питания на скромных 18 Вт, что очень мало для компании Realme. Я вообще давно такого у них не видел. Кабель USB Type-C, скрепка, защитная пленка, которую сразу же нужно выбросить, чехол, не топно пойдет, гарантийный талон и руководство пользователя. Случилось чудо, и там нарисовался русский язык, что очень круто. Про запах клея я уже молчу, лучше поговорить о дизайне. Понятно, что клеем пахнет. Корпус полностью выполнен из глянцевого пластика, невыносимо быстро и сильно пачкается. Все мои действия в телефоне можно отследить по отпечаткам и разводам на заводской пленке, наклеенной на экран. Рамка не так быстро и сильно пачкается, как тыльная часть, хотя лучше бы было наоборот. На корпусе расположена углубленная кнопка питания со встроенным отпечатком пальца. Очень удобная, в темноте без проблем можно ее нащупать. Отпечаток срабатывает моментально, как и распознавание лица. Далее идут кнопка регулировка громкости, она немного люфтит, щелчок хороший. Далее разъем для зарядки USB Type-C, микрофон, разъем на 3,5 мм для наушников, 2 динамика, один основной, другой разговорный, и разъем под слот для двух сим-карт и одной SD-карты. Слот не прорезинен, так как заявленной влагозащиты нет. Подбородок такой же, как и у всех предыдущих Realme, небольшой, но заметный. В продаже имеется на выбор только два цвета, черный и синий. Габариты его составляют 162 мм на 74 на 8,5 мм, а вес 187 граммов. Realme в рекламе на каждый свой смартфон указывает, что он супер тонкий. Но по факту они все одинаковые, разница в 0,1 мм. Летим дальше. На официальном сайте тип экрана не обозначен, а в 3D-марке указан IPS. 6,5 дюймов дисплей с разрешением 1080 на 2400 точек. Занимает он 90% лицевой части смартфона, плотность пикселей приличная 405 dpi, частота обновления составляет 90 Гц. Честно говоря, ими тут и не пахло, по факту сильно все тормозит. Шима, естественно, тут нет, но я могу только добавить, что при долгом использовании смартфона довольно быстро устают глаза и начинает болеть голова. Лично у меня, хотя это крайне редко бывает. Автояркость свое отрабатывает, резких перепадов нет. На официальном сайте пиковая яркость указана в 600 нит. В солнечную погоду не так все видно, как хотелось бы. В принципе, как у Realme 8 не хватает яркости лично для меня, хотя у него 1000 нит пиковая яркость. Кстати, обзор на него можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. Мультитач на борту, 10 пальцев берет спокойно, под разными углами картинка не бросается в разные оттенки, а также не тускнеет. 7-нанометровый техпроцесс у процессора MediaTek Dimensity 700, который сейчас ставят на многие смартфоны. 8 ядер, 6 из них Cortex A55 и 2 Cortex A76. Диапазон частот процессора до 2,2 ГГц. Видеоускоритель Mali G57 MC2. Интерфейс Realme UI 2.0 на базе Android 11. Все эти спеки, в принципе, можно посмотреть в интернете. По большому счету, расхождений здесь самое главное нет относительно того, что обещал производитель. Китайских приложений на нем нету. Play Market стоял сразу встроенный. NFC завезли, Google Pay встает без проблем. Bluetooth версии 5.1. Комплект кодеков тут SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive, aptX HD и LDAC. То, что мы можем использовать по Bluetooth. Стандартный двухдиапазонный Wi-Fi. 5G есть, но он нам не пригодится в ближайшем будущем, если вы не только на Дворцовой собираетесь жить. Не думаю, что в Петербурге это сразу быстро все разойдется по всему городу. В Москве 5G, конечно, уже хватает. 4G работает в Питере отлично, Band 7 присутствует, 20-го бенда нет, но для большей части страны это не критично. Мне вообще интересно, где в регионах осталось такое, что нет 7-го бенда. GPS, как ни странно, выдает точность до 1 метра, как и у многих смартфонов от Realme. Объем оперативной памяти 4 гигабайта, встроенный 64 UFS 2.1, и плюс у нас есть возможность расширить ее до 1 терабайта просто картой памяти. Это очень круто. Датчики приближения работают супер, случается, что экран просто не гаснет при разговоре, но это редко. Емкость аккумулятора 5000 мАч, в PC-марк выдал он 10 часов 16 минут, результат неплохой, но не вау. Полностью заряжается телефон за 1 час 35 минут от родной зарядки, это неплохо, учитывая, что она здесь вообще ни о чем. В игре Genshin Impact на высоких настройках
настройках графики 60 FPS за час он потерял 20%. Экран яркость не понижал, но никакого удовольствия от игры я не получил, но об этом дальше. По тестам Antutu выдало 321 тысячу попугаев, очень скромно. Storage тест показал 26 тысяч. Результаты стресс-теста вы и так видите на экране. При нагрузках сильно тротлит, результаты теста 3D Mark вы видите на экране, но они тут не самые лучшие. В игре PUBG при высоких настройках графики греется до 40 градусов и выдает 29-30 FPS. В Genshin Impact при высоких настройках графики 60 FPS выдает в среднем 25 FPS, которые постоянно скачут, но только на уменьшение. Нагревается он до 47 градусов и выше прямо по ходу игры. В Asphalt при высоких настройках графики температура поднимается до 45 градусов, FPS не выше 30. В тяжелых играх проседает, заметно куча фризов. Погонять в PUBG галитанки можно, но не больше. Разумеется, лучше его тестировать на минимальных настройках графики, но я решил так, мне кажется, так интереснее результаты. Смартфон однозначно не игровой. По камерам. Основной блок с камерами выпирает, будь здоров. Конечно же, не объектив у профессионального фотоаппарата, но его тоже без чехла можно повредить за раз-два. Сначала можно было подумать, что камеры 4, а тут их на самом деле 3. Четвертая — это обманка. У них первая основная камера на 48 мегапикселей, черно-белый модуль на 2 мегапикселя и макро на 2 мегапикселя. Фронтальная камера на 16 мегапикселей находится на экране в верхнем левом углу. Максимальное разрешение видео с основной фронтальной камеры 1080p 30 fps. Что-то очень не порадовало. Мало того, что нет ширика, так еще и разрешение основной камеры такое же, как и у фронталки. Может быть, потом все допилят, но я сомневаюсь. Зато завезли электронную стабилизацию. Примеры вы сейчас увидите на экране. Realme 8 5G. Что я о нем могу сразу сказать? 1080p 30 fps. Да, желание бросить сюда воду за эту камеру у меня есть. Но я надеюсь, что они добавят обновами качество повыше, потому что это бред за такие деньги продавать аппарат с таким разрешением. Что я могу добавить? Добавлять ничего не хочется. Разумеется, X10 здесь есть. Разумеется, он бесполезен. Насколько хорошо снимает камера в движении, вы сейчас увидите, но 1080p 30 fps, неважно, как она снимает, можно вообще не снимать. Можно, не знаю, снимать на что-то, чему уже лет 5, и оно снимать все равно будет лучше. Хотя, как говорится, все относительно, кому-то вообще камера не важна. Так они бы ее с другой стороны удалили бы, правильно? Но вот так камера будет снимать. Буду ждать обнов, но если до обновы сделаю обзор, то, к сожалению, пока только... Фронталка Realme 8 5G, 1080p 30 fps, так же, как и основная камера. Сказать, что это бред, ничего не сказать. Попробую поставить Gcam, проверю, может быть, там можно подрубить 4К, потому что процессор однозначно вытягивает. Что они сделали с ПО, я понятия не имею. Зачем они это сделали, тоже не имеют понятия. И не особо это важно, зачем, как и почему. Что имеем, то имеем. Ценник, в принципе, на железо, но то, что они с аппаратной частью сделали, это хорошо. А то, как они реализовали ее в программном смысле, на данный момент не вариант вообще по камере. То есть по камере это уровень аппарата за 9000 рублей. А Realme 8 5G стоит никак не 9000. Минусы. В первую очередь, это, конечно же, основная камера, ее разрешение вообще ни о чем. 90 Гц по мне у экрана не ощущаются. Люто тормозит в играх на высоких настройках, и даже на средних он начинает сильно греться. Сам по себе очень маркий, поэтому постоянно презентабельного вида у него не будет. Цена в районе 2500 с бесплатной доставкой. Реально и за $200 купите даже дешевле. Ссылка на покупку будет в описании к видео. Есть ли промокоды, посмотрите в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. Возможно, уже будут, потому что через сутки начинается сейл, и там какие-то нереально вкусные цены именно на телефоны. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, и я туда обязательно это дело скину. Сегодня, кстати, очень дешево продавали Poco F3. Посмотрите, притом даже на территории России с РСТ. Резюмирую, по цене он средняк, по производительности я бы сказал все плохо. К игровому не отнесешь его точно. Для обычного пользователя, который просто серфит в интернете и смотрит видосики на YouTube, пойдет. Но есть свои минусы даже при обычном использовании, которые стоит учесть при покупке, тем более есть возможность пощупать и посмотреть его в магазинах. Очень советую вам посмотреть два моих топа. Топ-10 телефонов до $2500 и топ-10 телефонов Xiaomi, потому что в топ-10 телефонов до $2500 в основном Realme. Там есть аппараты намного достойнее. Девайсу, по моему мнению, однозначно нет, так как есть более интересные модели за эту цену, опять же, для меня. Не забываем прожать лайк, написать в комментариях, согласны ли вы с моим мнением. Вот сейчас очень редко, когда я конкретно не рекомендую девайс, а здесь все-таки мое мнение, не стоит его брать. Море просто аналогичных у Realme мобилок, которые лучше. Добра и удачи вам, дорогие друзья!